Бюджетные беспроводные наушники форм-фактора вкладыши. Давно мы таких не видели, правда? Они выполнены из качественных приятных материалов, имеют стильный дизайн, удобную эргономику наушников. Ко всему, каждый наушник весит не больше 4 граммов. Также данная пара может похвастаться сенсорным управлением, режимом низкой задержки, которая достигает 600 миллисекунд, хорошим звучанием, как и временем автономной работы. Обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Xiaomi Halo X1 Neo. Но как же на самом деле дела обстоят у данного компактного чуда, я сейчас вам обязательно расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в белой коробке с изображением и названием модели, а также здесь, разумеется, есть краткие характеристики, все как у всех. Пакинг обыкновенный, все пришло в целости и сохранности. В комплекте мы имеем краткое руководство, кабель для зарядки USB Type-C с USB-A, бокс и сами наушники. Вес бокса 25 граммов, вес одного наушника 3,2 грамма. Размеры бокса 48 на 54 на 29 мм. Размеры наушников 34 на 16 на 16 мм. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой. Его размеры 7,4 на 4 мм. Наушники, как и бокс, довольно компактные, что является огромнейшим плюсом. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Все розыгрыши 30 числа, кроме февраля, в феврале раньше. Если есть какие-то другие конкурсы, условия в описании. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал скидок, там нас больше 85 тысяч человек. Взаимопомощи нас 14 тысяч человек и мой личный телеграм-канал. Там я с вами общаюсь по поводу того, как тестировать девайсы и что с ними еще делать. Ну и плюс там тестов больше, чем собственно в обзоре, чтобы не нагружать и не перегружать обзоры. Перейдем же к наушникам. В продаже есть белая и черная расцветка данной модели. Дизайн бокса интересный, крышка полупрозрачная, изготовлен бокс из матового пластика, тактильно материалы неплохие, качество сборки хорошее. В кармане он не мешается. На корпусе расположили LED-индикатор, который незаметно, пока он не загорится, надпись Halo с тиснением и разъем USB Type-C. Довольно минималистично, не правда ли? Открыть одной рукой бокс можно и удобно. Шарнир пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется. Люфт у крышки есть, но минимальный. Хлопок при закрытии бокса глуховатый. Внутри бокса расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и маркировку Left и Right. Отмечу, как хорошо вписался оранжевый цвет в общий дизайн бокса. Наушники в боксе не гуляют. Если попытаться их вытряхнуть с закрытой крышкой бокса, то нужно будет приложить много усилий. Извлекать наушники из бокса можно без проблем, и крышка не мешается. Емкость аккумулятора 310 мАч, полный цикл зарядки у меня занял 2 часа. Беспроводной зарядки нет, что неудивительно. Наушники можно перезарядить от бокса 3,5 раза, саморазряд у бокса я не наблюдал. Переходим к наушникам. Наушники изготовлены из матового пластика, тактильно очень приятного. Дизайн мне лично очень понравился. Выглядят они солидно. Конечно, контакты для зарядки на нижней части ножки на первый взгляд не очень, но к ним быстро привыкаешь. Сборка данной пары отличная. Посадка плотная, из ушей выпирают не сильно. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки я не обнаружил. Из ушей во время пробежки они не вылетают, но поправлять приходится. Эргономика и вес наушников меня порадовали. На корпусе есть микрофоны, маркировка Left и Right и сенсорная панель, которая обозначена небольшой глянцевой областью в верхней части ножки. А также там находится LED-индикатор, который во время прослушивания музыки, ура, не мигает. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, включение-выключение режима низкой задержки и ответ-сброс вызова. Одиночный тап на борту, но ложных срабатываний у меня лично не было. Регулировки громкости и вызова голосового ассистента, к сожалению, здесь нет. На тапы наушники откликаются неплохо. Настроить тапы нельзя, так как приложение, к которому можно было бы подключить данную пару, нет, что неудивительно за эту стоимость. Команды сопровождаются системными звуками, и, к слову о стоимости, в принципе, у QCY с наушниками в ту же стоимость есть программа. Но она так работает, что, наверное, иногда думаю, что лучше бы ее не было. Оснащены наушники 13-миллиметровыми динамическими драйверами. Заряд наушников в шторке отображаются, по одному наушники работают, но при подключении с небольшой задержкой. Автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после изъятия наушников из бокса. Мультипоинта, датчиков автопаузы не завезли, как и анимации. Далее, емкость аккумуляторов наушников 30 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 25 минут. Отыграли они на 80% громкости по кодеку SBC 4 часа 7 минут, что, конечно, маловато, но мне лично достаточно. Быстрой зарядки я не обнаружил, что неудивительно. Водонепроницаемость класса IPX4 я решил их окунуть в проточную воду, это делать однозначно нельзя. В итоге, после 30 секунд плавания в воде весь функционал рабочий, а звук ни капельки не ухудшился. Но это пока. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3, из кодеков на борту SBC AAC через две стены не отваливались, и фризов я не наблюдал. Связь они держат стабильно.
Задержка на YouTube незаметная, в играх задержка с включенным игровым режимом, которая по заявлению производителя достигает невероятных 600 миллисекунд в лабораторных условиях, разумеется, такой не является. Но играть можно без проблем, задержка минимальная. Как по мне, примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны, разумеется, громкие, посторонние шумы полноценно не глушатся. Перегруз есть, примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Xiaomi Hello X1 Neo. Насколько хорошо они работают в условиях, которые вы сейчас для себя можете оценить. Ну что я могу сказать, скорее всего, их я тоже запихаю в топ-10 наушников, потом при работе с Android, недавно был наушников, при работе с iPhone. Это не значит, что все они лучше. Это значит, что вы можете его посмотреть, послушать и решить для себя, насколько хороши микрофоны. Насколько хороши эти микрофоны, вы сейчас слышите, потом услышите в сравнении с остальными. Звучание. Запаса громкости здесь мало, учитывая, что это вкладыши. На улице я выкручивал громкость до 85%. Звучание данной пары, честно говоря, слегка расстроило, но мне показалось оно простоватым, без объема и с акцентом высоких частот, что неудивительно, это вкладыши. Из-за чего звучание слегка режет слух, если включать музыку выше 80% громкости. Середина неплохо проработана, баланса в звучании по мне недостаточно, низких мало. С вокалом данная пара справляется неплохо, а инструментал дается не так хорошо. Учитывая стоимость, звучат они в принципе потребно, но я бы их приобретал только если бы мне нужны были компактные вкладыши за вменяемые деньги, так как звучание не их конек, однозначно. С другой стороны, в этом ценовом сегменте у вкладышей все плюс-минус одинаково. Из минусов: бокс неумный, нет приложения, переподключение между наушниками не бесшовное, звучание на любителей и тех, кто знает, как звучат вкладыши, не Huawei FreeBuds 4 и не Xiaomi последние, которые далеко за $100. К слову, обзоры на них посмотрите на канале. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Напоминаю, что там я постю только самое интересное. Не забудьте подписаться на этот канал и написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Резюмирую, беспроводные наушники Xiaomi Hello X1 Neo однозначно интересные, вкладыши за свою стоимость. Ко всему, качество материалов и сборки просто отличное. Выглядят они неплохо. Плюс за удобное управление, хорошую посадку, минимальную задержку в играх и последний Bluetooth. Если вам нужны недорогие беспроводные вкладыши, можете смело брать. Но если у вас уже были беспроводные наушники, вкладыши или затычки, и вы знаете, какое звучание вам необходимо, то советую найти их перед покупкой и послушать со своим источником. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.